Гробница Заупокойный царицы храм Хатшепсут. Хатшепсут или Джессер-Джессеру — древнеегипетское название храма Хатшепсут, переводимое как «святая святых». Это заупокойный храм женщины-фараона из 18-й династии Хатшепсут, возведенный в начале 15 века до нашей эры в Верхнем Египте у скал Дейр-эль-Бахри на западном берегу Гробница Нила, царицы рядом с долиной царей. Дорогу на подходе к храму украшали сфинксы с лицами Хатшепсут. В живых Гробница остался только один, собранный из мелких кусочков. Храм Хатшепсут, возвышающийся в пустынной долине Дейр-эль-Бахри, входит в число наиболее выдающихся памятников древнеегипетской архитектуры. Храм, а точнее усыпальница, была возведена в начале 15 века до нашей эры еще при жизни Хатшепсут. Вход в погребальный культовый комплекс. Основной функцией храма было обслуживание царских погребальных культов Хатшепсут и Тутмоса I. Для выполнения этой цели был построен погребальный культовый комплекс, где можно было совершать подношения. В задней части храма на его центральной оси расположена кульминационная точка храма — святилище Амона, которому Хатшепсут посвятил храм, как сад для моего отца Амона. Внутри первая камера представляла собой часовню, в которой находилась барка Амона, и потолочное окно, через которое свет падал на статую Амона. Святилище Амона было центральным элементом часовен в храме Хатшепсут. Священное пространство включало в себя две основные камеры, обе высеченные в скале. Первый, названный Бархол, включал картины и рельефы. Вторая комната, зал стола для подношений, была самым внутренним святилищем и последней частью храма Хатшепсут. Здесь были сделаны подношения Амону и Хатшепсут, как его дочери. Хатшепсут правила 21 год, около 1490-1468 годов до нашей эры. Будучи дочерью фараона Тутмоса I, она практически сразу же после смерти отца вышла замуж за родного брата и стала одной из самых влиятельных личностей царского двора. После смерти ее мужа фараона Тутмоса II Хатшепсут стала регеншей при малолетнем пасынке Тутмосе III, но, вооружившись поддержкой жрецов, очень быстро устранила юного фараона от трона и заняла его место. За время ее правления Египет вошел в период небывалого процветания и возвышения. Строительство храма началось еще при жизни царицы. Руководство работами было поручено Сенмуту, выдающемуся архитектору. Верхний ярус храма Хатшепсут служил для проведения главных религиозных ритуалов. На момент его основания вход в портик охраняли величественные статуи царицы. Их насчитывалось не менее 200. При этом каждый из представленных здесь памятников олицетворял правительницу в трех разных образах — сфинкса, фараона и Осириса. По обе стороны от центрального двора третьей террасы расположены два важных святилища — родителей фараона и Амон-Ра, считаясь чуть ли не главной гордостью всего храмового комплекса. Двор солнечного культа. Алтарь солнечного культового комплекса. Доступ к солнечному культу осуществляется со двора через вестибюль, занятый тремя колоннами на северной стороне двора с верхней террасой. Дверной косяк входа украшен фигурами Хатшепсут, Ра-Харахти, Гора и Амона. Рельефы вестибюля содержат изображения Тутмоса I и Тутмоса III. Вестибюль выходит в главный двор, где находится большой алтарь, открытый небу, к которому ведет лестница на западе двора. А во дворе есть две ниши в южной и западной стене. На первом изображен Ра-Харахти, преподносящий Хатшепсут, а на втором изображена Хатшепсут, как жрица его культа. Главной архитектурной особенностью
этого монументального сооружения являются 3 расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилище. Связующим звеном, объединявшим ярусы в одно целое, стали так называемые пандусы. Это наклонные дороги, выполнявшие роль лестниц и разделявшие храм на 2 разнозначные части – южную и северную. Раньше на этих террасах были посажены разнообразные растения и сооружены целые пруды. Когда-то к пандусу храма Хатшепсут вела длинная аллея, начинавшаяся у самой пустыни на границе с возделанными полями. Начало дороги было отмечено величественным пилоном, а люди, шедшие по этому пути, могли наслаждаться видом миртовых деревьев и скульптурных изображений сфинксов, олицетворяющих бога Осириса в обличье Хатшепсут. Нижний этаж заупокойного храма царицы Хатшепсут был обнесен мощной стеной и украшен громадными птичьими фигурами. Средняя терраса заупокойного храма Хатшепсут имеет широкую площадь. Верхнюю террасу по всему периметру окружала колоннада, оформлявшая пространство внутреннего двора, закрытого гранитными дверями. На верхнем уровне храма Хатшепсут находились осириды, статуи, изображающие Хатшепсут в образе Осириса с двойной короной фараона. Использование накладной бороды было исключительно мужским символом, и Хатшепсут была первой женщиной, принявшей его. В этом случае направленный вверх кончик указывает на божественность. В стене за колоннадой в глубине двора располагались 18 ниш, предназначенные для массивных ассирийских статуй царицы высотой до 5,5 метров. Строительство этого уникального святилища длилось целых 9 лет. На сегодняшний день оно входит в состав Дейр-эль-Бахри археологического комплекса заупокойных гробниц и храмов. Святилище Анубиса находится в заупокойном храме Хатшепсут по краям второй террасы. Оно состоит из 12 колонн гипостильных залов, расположенных на террасе, и внутренних помещений, уходящих вглубь скалы. На стенах представлены изображения подношений и культовой деятельности с рельефом, изображающим Анубиса, сопровождающего Хатшепсут к святилищу. Пришедший к власти Тутмос III приказал уничтожить следы владычества мачехи. Этому подвергся и ее заупокойный храм. Ее скульптуры были разрушены и закопаны недалеко от храма. Много столетий спустя археологам удалось восстановить картину былого величия храма.